Салют, друзья! С вами Гранд Инквизитор, и это начало нового прохождения. Недавно, буквально пару дней назад, вышедшей Expeditions Rome. Это игра, о которой я ничего не знал примерно до наступления Нового года. Где-то в тех числах я первый раз ее увидел. И сразу заверните. Это было без обсуждений. Это очень интересный проект. И очень хочется посмотреть, как его реализовали разработчики. Игру я купил в Steam по предзаказу. Это, наверное, вообще был мой первый предзаказ в жизни. Обычно я воздерживаюсь от такого и жду уже полноценного выхода игры, каких-то патчей, дополнений. А тут чего тянуть, в общем. Бейте Чайковский, бейте кофе, вкусняшки, присаживайтесь поудобнее. И давайте наслаждаться этой историей. Давайте погружаться, разбираться. Новая игра. In the year of Lucius Licinius Lucullus, Rome was prosecuting several wars of self-defense, most notably in Greece, where Lucullus himself was commanding the legions. With everyone's gaze directed at the provinces, few could have known that a seemingly inauspicious event in Rome would become the central fulcrum around which the fate of the Republic would turn. The paterfamilias of a venerable patrician house had passed away unexpectedly, and a senator by the name of Vitellius Scaevola had made a bid for the hand of his eldest child. His widow alone believed that Scaevola had poisoned her husband and now strove to take his place and claim his property through marriage. Acting in secret, the widow arranged for her youngest child to be taken out of their villa in the dead of night and smuggled out of Rome. И нам предстоит создание персонажа. Скажу заранее, что вот немножко я уже посмотрел, чуть-чуть поиграл, буквально самое начало нужно было протестировать. Виргиний, почему бы нет? Замечательное имя. Я просто не хочу вводить что-то свое, поэтому давайте вот рандомно пощелкаем, выберем. Ну вот, Витулус, почему бы и нет. А основное имя... Люциус. Люциус, Виргиний, Витулус. По-моему, хорошо звучит. И портрет мне больше всего приглянулся вот этот. Короткие волосы. Собственно, мы военный человек. Нам не положены длинные. Среднего роста, обычный такой. И у нас есть выбор способностей. По ходу истории у вас появится возможность освоить второй риторический прием. Собственно, этос, логос, пафос.
Сила авторитета, искусство убедить кого-либо с помощью веских логических аргументов, или же искусство добиваться расположения людей, используя побуждающую риторику или манипулирование эмоциями. Я выберу логос, не хочу пафос. И уровень сложности мы еще можем выбрать. Август, легко. Наследник Цезаря стал первым императором Рима. Август начал свое восхождение, заручившись огромным состоянием и множеством союзников. На этих настройках у вас будет все необходимое для победы, ваши ошибки не будут караться слишком строго. Цезарь. Вы столкнетесь с вызовом, но почти наверняка достигнете величия. Или же Помпей. Вы столкнетесь с невероятными трудностями, но тем слаще будет вкус победы. Ну, выбирать краса я поостерегусь. Вы не встретите милосердия, а победа может оказаться совсем не так близко. Пусть это будет некое преодоление трудностей все-таки, а не легкая прогулка. Да, смерть в бою пусть будет включенная, железный человек нам не нужен, мы там не выживем. Did you hear me, Domine? Your body is surely present, but your mind seems somewhere else. Меня завораживает красота этого моря. Посмотри, какое оно синее. It soothes the soul, doesn't it? I had come to think that this sea was so blue in my memories, only because I was young the last time I saw it. But I remembered right. I asked the Triarchus how close we are to Lesbos, but he would not give me a straight answer. Он все еще утверждает, что наша конечная цель уже близко. Indeed. In his defense, there are many islands on this sea, and they mostly look the same. Will you check with the Triarchus? Hopefully he will give you a clearer answer. He told me his name is Geminus. Ну а здесь уже от нашего характера зависят выборы. Первые два мы не можем нажать. Этот человек может на самом деле не знать, где мы находимся. Посмотрим, может я смогу помочь ему разобраться. If nothing else, you do have a way of making unreasonable people see reason. You should also go and thank Quintus Aquilinus. I do believe he saved our lives with his timely appearance at the villa. Здесь так мало других пассажиров. Your mother paid Geminus handsomely to set off in great haste under cover of night. 2 others did board with us, also bound for Lesbos. Young Gaius has been pacing impatiently over there, wearing grooves into the deck. There was a gladiator too, but I don't know where he went. Ну, гладиатор-то такое себе. Где-то там ходит, и ладно. Мы так быстро уехали, моя мать и сестра. Do not worry. The Vitellius brothers have no reason to do them any harm. Besides, you cannot save them by worrying. Focus on the task ahead. Спасибо, что отправился со мной, Синрас. Thank you for bringing me along. It will be wonderful to see my homeland again. А теперь давай выясним, знает ли Гемин, где мы находимся. Сразу хочу сказать, что крайне симпатично выглядит корабль, море. Мне нравится такой стиль, он интересный. You found your sea legs quickly, Domine.
You handle the sea better than most. I'm glad. Центурион, я хочу поблагодарить тебя за своевременное появление на моей вилле. The timing was fortunate, but there is no need to thank me. The consul sent me to get you. Please, call me Kaiser, if it's not too familiar. Не Аквилином. My subordinates call me Centurio, my superiors call me Aquilinus, my friends call me Kaiser. Ну что ж, в таком случае ты можешь звать меня Витулс. With all due respect, I'd better not. Да, почему? А можем ли мы еще раз обсудить план? Наш отъезд был слишком поспешным, чтобы обговорить подробности. Ah, she did not keep you apprised. Your mother has secretly been making arrangements with the consul. You are to join his command staff as tribunus. Я так понимаю, это немножко еще недоработки ранней версии. Хотя игра уже вышла в релиз, ну ничего страшного. Что вообще входит в обязанности трибуна? You'll have very little responsibility. The tribunus of a legio assists the legatus while they learn how to command a military organization. You'll not see combat, nor will you make any important decisions. You'll be safe, as your mother wanted. Хочу также добавить, что уже, наверное, по окончании этой серии, ближе ко второй, я посмотрю на... Собственно, как будет звучать мой голос, игра. Где-то, возможно, что-то подправим, где-то погромче, где-то потише. Ну, это уже в первой серии будет как уже есть. Даже если там, может, не очень хорошо, но я старался по максимуму, чтобы максимально приятно было. А если я буду сопровождать легион, мне нужно приносить хоть какую-то пользу. I'm sure the consul will find use for you. You seem to have a good head on your shoulders. You'll get the hang of things quickly. One word of advice. I know Lucullus is a friend of your family, but remember, he is the consul, elected by the people to rule all of Rome. It's best if you don't act too familiar with him in front of his men. Я понял, спасибо. А какие у тебя отношения с Луком? For many years I was the primus pilus of Legio Prima Italica, which he commands. He needed someone he could trust to get you out of Rome and keep you safe. Ты вернешься на свою должность, когда мы доберемся до Лесбоса. That position has already been filled by one of my centuriones. A good man, easily up to the task. My job now is to watch your back and help you settle into your new life. То, что ты рядом со мной, большая честь для меня. И это правда. Happy to be at your service. Ты разговаривал с кем-то из других пассажиров? I had a brief talk with that gladiator who boarded before us, just to make sure he won't give us any trouble. He seems to have vanished, though. The young man over there, Gaius, is apparently the nephew of the other consul, Marcus Aurelius Cotta. He's here to become a tribunus as well. You should talk to him if you haven't already. I'm sure you'll have much in common. Да, давай поговорим с ним. Почему бы и нет? I heard he's running from a senator who wants him dead. Shh! Keep your... Solway. Сальве. Кажется, нас не представили должным образом. Меня зовут Люциус Виргиний Витулс. It is a pleasure. I am Gaius Julius Caesar. О, серьезно? Вот это поворот. Вообще не ожидал. Рад встрече. Мне здесь все в новинку. Можно задать тебе несколько вопросов? Not at all. But keep in mind, I'm not the most experienced soldier either. Я думаю, это дело времени. Только дело времени, Гай. Ты откуда? I was born in Rome, but they say my family is from Alba Longa. А в Легионе ты что забыл? That's a long story, my friend. Suffice to say, the powers that be are not fond of me. I have decided that staying in Rome could be, shall we say, hazardous to my health. Я думаю, что пребывание в Легионе тоже не лучшим образом может сказаться на твоем здоровье. Ты в скольких войнах участвовал? To be honest, this will be my first proper battle. I did study a lot, though, and therefore I am well versed in matters of strategy and tactics.
А мне ты можешь дать совет? If you don't play an important part, you will be torn apart. My father used to say. I guess that was his way of telling me to be brave and hopefully not stupid. What is he looking for? He's been like this all morning. Мне вот интересно, в будущем, наверное, мы сможем обыскивать какие-то ящики, сундуки. Ну, в таких играх обычно такое присутствует. Ну, посмотрим. Сальве. Гемин, правильно? What? Yes, Geminus. Salve. I'm a little preoccupied. Сегодня ветра почти нет, не так ли? Мне показалось, что весла были выдвинуты уже с самого утра. Из-за этого мы опаздываем. You're right. The rowers are getting tired. We should let them rest soon, but that will cause even more delay. Wait, Лесбос наконец-то показался на горизонте. shit. They're headed straight towards us. They're gonna ram. Get your father's weapons. Let's see if you can actually fight. Ну давай. Gaius, are you all right? I'm fine, Kenturio. Form up. Let's get these pirates Занять off our позицию, давайте ship. прогоним этих пиратов. До начала сражения у вас время расставить своих преторианцев нужным строем в области, подсвеченной синим. Просто щелкните, передвиньте. Полезно ставить тяжелую пехоту в передние ряды, лучников, солдат поддержки за ними. Логично. Кто у нас тяжелая пехота? Аквилин, явно, со щитом. Персонажи могут действовать в любом порядке, вы можете переместить персонажа на несколько гексов на поляне врага, выстрелить и затем снова отойти. Интересно. Можете переключаться, перемещаться, другой может перемещаться, атаковать, а после этого первый персонаж тоже может атаковать. Забавно. Да, наверное, как-то так расставим. Перед нападением выберите, какой навык использовать. Каждый навык нельзя использовать более одного раза за ход. Для использования многих требуются очки действия, а некоторых есть ограничения на схватку. Хорошо бы, наверное, с лучника начать. Выстрел с прицелом отражается щитами. Применим эффект изможденность к врагам. Колющий урон. Увечье. Минус 50 перемещения. Угу. Давайте сделаем сокрушительный выстрел. Вот сюда.
Эффекты состояния будут отображаться в всплывающей подсказке на количество оставшихся до их окончания. Эффекты могут быть положительные, отрицательные или нейтральные. Нажмите клавишу. Наш лучник больше ничего не может. Я понял. Человек с копьем, Синрос, поддержка. Разрушение доспеха. Ну, вряд ли нам это сейчас нужно. Хотя здесь так и так. Это что дает? Ага, минус 50 урона к врагам. Хорошая вещь. Ага. Эффект слаженность. Максимум перемещения. Не думаю, что нам сейчас оно нужно. Я бы хотел вот этого удать. You're deadly with that thing. I've lived other lives before this one. Если вы переместитесь с Гекса рядом с врагом, с обнаженным оружием ближнего боя, то у врага появится шанс напасть. Следите за красной стрелкой. Понял. 5 урона получили просто так. Давай человек со щитом пойдет первым. Восстановите 2 эффекта прочности. Пока не надо. Обычный разрез. Отталкивает цель. Тоже обычный разрез и обычный удар, но это совсем какой-то големенький. Давай добивать вот этого. Каждый раз, когда вы убиваете или выводите из строя нетренированных врагов, гражданских или ополченцев, но в данном случае гимнитов, персонаж, нанесший последний удар, восстанавливает свои очки атаки. Помните, что любой навык можно использовать только один раз за ход, и очки действия на следующий ход не переносятся. Мы можем попытаться добить этого. Не удается. У нас больше никто ничего не может сделать, поэтому закончим ход. О, союзники, это хорошо. Обойдет он. Ага. Хорошо зашли союзники, получили. Славно. Где? Опа. Нормально. Бестия. Нас стало больше. Я хочу добить этого все-таки. И крит прошел по верхнему, отлично. Давай лучником, может, заберем. И хочу перехват
сделать. Я так понимаю, если враг двинется, то он получит с тылу. Наверное, как-то так, да. Serves you right. Отведем назад нашего основного персонажа. Не хочется его терять в первой же битве. Ну-ка, давай. С ослаблением. И у нас гладиатор наш. Точный укол создает концентрацию. Раз, два. Две концентрации. Я понял. Если рядом два врага, то по каждому ударит. Поэтому пока так. Ну, пусть стоит на месте. Союзник-то молодец. Ну, в целом, это обучающий бой, это не должно быть очень сложно. Персонаж выведен из строя. Если активная смерть в бою, то выведенные из строя претарианцы получат кровотечение. Купируйте ранения при помощи бинтов или навыка помощи, которая есть у каждого персонажа, когда он не вооружен, иначе вы потеряете их навсегда. Ого. Выведенные из строя, которые вернутся после сражения. Исцелить враги или во время перехода, хорошо? Не достаем. Ты, родной, меня уже утомил. Пора умирать. Чёртовый лучник.
one left. Умираю же, родной. Все, фокуси мощника. А я пока хочу убить выведенную из строя жертву. Бух и нет. Как можно дальше отойдем? I feel so tired. Давай, умирай уже. Ну и отлично, без ранений у нас все. Back to Neptune's asshole, barbarians! The Triarchus run us straight into the pirate ambush, Supreme. Allow me to execute him right here and right now. This traitor must be working with them. Классная озвучка у бестии. Отличная. Но я думаю, что все-таки мы пойдем, чтобы принять участие в войне против пиратов. Неудивительно, что по дороге они на нас нападают. Don't be naive. This was no random attack. They were out for blood. It is quite unusual for pirates to attack any ship, let alone a heavily armed Roman galley. They prefer to attack lightly defended coastal towns instead. It's less risky and more profitable. Ну, я на самом деле согласен с тобой. Let's go talk to the man. Geminus, you steered us into a trap. What do you have to say for yourself? I had nothing to do with it, I promise. They came out of nowhere. Silence! You utter nonsense! By Mars, it is the sea! How can anyone come from Norway? We cannot execute a man based on no evidence. Besides, we need our Triarchus to make it safely ashore. What do you say, kid? What do you think we should do? Гай, если пираты не нападают на корабли, как ты говоришь, почему эти сделали исключение, а? We are, many of us, important people, on our way to join the action against Lesbos. Is it not conceivable that the rebels heard of us? The Kingdom of Pontus is known to sponsor pirates, to harass and weaken Rome. I do not believe we have any reason to suspect our Triarchus of colluding with them. Ну, ты гладиатор, почему так яро желаешь его смерти? We are close to our destination, and we can reach it without him. If there is a possibility that he is working with the enemy, we cannot risk to let him live. Mercy, doubt, hesitation. These are all openings that the enemy can exploit to kill you. This man's value to us is far less than the threat he may pose. На самом деле, что сделано, то сделано. Если мы казним Триарха, то ничего уже этим не добьемся. Very well. We shall spare his life. But remember, mercy is a luxury you will not always be able to afford. Возможно, но в этом случае мы определенно не можем позволить себе потерять Триарха. Нам еще нужно добраться до Лесбоса. Я не думаю, что ты умеешь выбирать путь и в целом вести корабль, как, в принципе, и я. Но гладиатор так тем более. A wise choice, my friend. Killing the Triarchus of our ship in the middle of the sea would have been inconvenient, indeed.
Thank you. If you ever again need the help of a skilled navigator, I am at your service. Rowers, up the tempo! And keep your eyes open. И здесь нам предлагают выбрать класс, за который будем играть. Третья линия римского легиона может снизить эффективность врага и усилить эффективность союзников. Под класс врачи, знаменосцы, истребители. Угу. Ну, заученика точно нет. Не хочу. Велит. Скорость и непредсказуемость легкой пехоты позволяет ее воин создавать настоящую панику во вражеских рядах. Ассасины, дуэлянты, бойцы. Но то, что я действительно хочу, это принципс. Это тяжелый воин. Со щитом и копьем. Поэтому... Тяжелые доспехи и крепкие башенные щиты дают передовой римской пехоте несравненную стойкость. Принцип самый прямолинейный и простой класс для игры. Защитники сосредоточены на том, чтобы выжить и защитить союзников. Авангард бросается в лобовую атаку и искусно использует щиты в качестве оружия. Ветераны превосходно блокируют врага и легко противостоят ответному натиску. Именно так и будем мы играть. Также выбрать стартовый навык. Два эффекта прочности, либо же минус боевому духу врагам. Сбит с ног врагам. Вот это, я думаю, будет хорошо. Стоимость, конечно, просто бешеная. Ну, попробуем так. Да, я могу только одно. Ну ладно. Подтверждаем. Акт 1. Малая Азия, 1 век до нашей эры. Лагерь легиона Лукула. На острове Лесбос. Gentlemen, welcome to Lesbos, the pearl of the Mediterranean. An ugly nest of pirates. Так а что ты сюда An пришел тогда? impenetrable fortress of pirates, more like. With an infinite food supply thanks to the strength of their fleet. We shall find a way to limit this infinite supply then. You think like an imperator, Gaius. All right, people. This is Lucullus's war camp, the heart of our operations in this territory. You have been seaborne for a long time now. I suggest you walk it off. See the things you have to see, and meet the people you have to meet. The consul waits in the command tent. Don't be too late if you don't want to see him angry. Выглядит впечатляюще.
That other legion. Bit wet behind the ears, aren't they? Everyone starts out that way. True enough. Soon they'll be veterans too. Or they'll be dead. А выбора тут, собственно, и не было. Либо ты учишься, либо ты умираешь. Ну, лаги наши пшин. Вот это все. Камеру не дают просто повернуть еще побольше. Так хочется. This is not going to work, as long as the rebels keep receiving supplies by sea. We will need to cut their supply lines. It's an operation for our occulta speculatoris. Аве, мы прибыли, как и обещали. By Jupiter, you sure have grown up, haven't you? This is the promising young man I was telling you about, Thermos. Quite unassuming, but full of potential, I guess. Prime material for the speculatores, if he can prove himself. Мне кажется, нас хотят использовать не так, как мы представляли. Кто такие разведчики? A special cohort assembled for particularly daring undertakings. Soon enough, you shall see the kind of thing they are tasked to carry out. Ага. Элита, которая может помереть просто в любой момент, я понял. Но вообще я думал, что моя работа будет административной, а это, мне кажется, гораздо более опасным. Your father would roll in his grave at the thought of his son wasting his time as a tribunus. Inaction is the bane of a bright mind. A trial by fire is what you need. Now pay attention. We've been in a deadlock here on Lesbos for some time now. My co-consul, Marcus Aurelius Cotta, is engaged against King Mithridates of Pontus in the east. Mithridates is using the pirates of Lesbos as his navy. The fortress of Mytilene here is well protected, but it also has a weakness. There's a mountain pass we can utilize. I will lead the assault myself. I volunteer for the vanguard. If my uncle can defeat Pontus, I can surely handle Mytilene. So be it, then. Meanwhile, you will prove yourself as a leader, my young ward. Take Caeso Quintius Acollinus, your Servus Cineros, and that gladiator who came with you on the ship. You will meet up with Iulius Calidus of my legion Speculatoris. Your mission is to sneak into the harbor and destroy the enemy's ships any way you can. I expect you have questions. Да, мне говорили, что я получу должность твоего трибуна. If you are fast, Ой, не то you may нажал. yet play a part in that. But for the assault to succeed, you must do this first. Это я про штурм спросил. If you're worried about your future political prospects, have no fear. We will tell everyone you served as my tribunus with great distinction. А, то есть вот даже так вот, да. Я понял. Но мне бы хотелось лично выбирать для себя людей. Prove yourself, and you will be able to name your companions. However, you will want Calidus on your team. Trust me. Но ведь все это второстепенная операция по сравнению с компанией Котты. That doesn't make what we're doing any less important. Mithridates has a dozen warriors for each of our legionari. Defeating Pontus will require patience and caution. Regaining control of the Aegean Mare is a crucial step in cutting off Mithridates' supply lines. Больше вопросов нет, я сделаю все, что нужно. Wait. Are those your father's old weapons? I'm sure they mean a lot to you, but look, the leather is brittle. This won't do. Visit my smith, Sextus, and get yourself properly equipped before you go. Salve, son, do you need anything? Я хочу поблагодарить тебя, ты спас мне жизнь. That is unnecessary. I just wish your father could see you like this. He would have been proud. Ты думаешь, я здесь в безопасности? Что если меня найдут те люди, которые напали на нашу виллу?
Calm your soul, child. There's nothing to be worried about. I am your Patronus now. No one will dare to harm you as long as I am alive. А вы с моим отцом были друзьями? We served together under Cornelius Sulla in the Social War. He was the most talented spy I've ever known. Он никогда не говорил о тех временах. The Social War was nasty business. Rome fighting her own allies. Most people would rather forget. But I believe we must never run from our past. А люди, с которыми мы здесь сражаемся, они пираты или мятежники? Lesbos has rebelled against Rome. We call them pirates for political reasons, when in reality these people are organized much like a navy. They are allied with Mithridates, Megas of Pontus. He is without a doubt the most dangerous enemy Rome has faced since Hannibal. А каким образом Митридат может угрожать могуществу Рима? Pontus is a strong nation. They have conquered Colchis, Cappadocia, and Bithynia. And these conquests have made them bold. Осмелели, значит. Mithridates himself is a fascinating figure. They say he has rendered himself immune to poison. Но ведь он не впервые сражается против Рима. My mentor, Cornelius Sulla, defeated him some years ago when he first invaded our province of Asia. Mithridates exploits the ebb and flow of the conflict between the factions of our Senate. He strikes when Rome is divided, like a vulture circling a wounded wolf. Увидимся позже, патрон. Solway. Ты интересный человек, Гай. Interesting. I shall accept this as a compliment, but prepare to be disappointed. To the extent of my knowledge and ability, I shall try to be as helpful as I can. Впервые я уезжаю так далеко от дома. Indeed. Staying in Rome became, shall we say, politically disadvantageous to me. That's why I left it. Like you, I've never been to Lesbos before. I did my homework, though, in case you have any questions. Да, конечно, что ты знаешь об этом острове? Lesbos is one of the most important islands on this sea. Some cartographers call it the Horse Island, on account of its shape. А почему он привлекает пиратов? Location, I would guess. The island has countless coves and natural harbors for pirate ships to hide in. Not to mention the massive fortress in Mytilene. Но ведь наши войска намного превосходят греческие. Я не понимаю, почему мы не можем просто стереть их с лица земли. Be that as it may, their position here is superior. Mytilene is right next to the sea, and their fleet brings them supplies constantly. It's a stalemate. Of course. Как ты думаешь, Тейрах помогал врагам? Does it matter? For the sake of this discussion, let us say he was a traitor. In the end, we are triumphant and the pirates are dead. The Triarchus, if indeed he worked with them, now knows he picked the wrong side. In a war like this, allegiances are rarely about ideology. The common person wants nothing more than to be on the winning side, and we have shown Geminus that the winning side is ours. Красиво было сказано. Мол, неважно что и как, но давай считать, что он был все-таки предателем. Этот военный лагерь не уступает городу. Масштабы тут... Ух. Fascinating, isn't it? The Legion can build a fortified camp like this almost overnight. In my opinion, that is the foundation of Rome's military might. Ну что ж, поговорим позже, Гай. Wait. Listen, you seem trustworthy. I may have need for your help on a rather sensitive matter. Да, конечно, ты можешь мне доверять. That is good to hear. Keep in mind the matter I'm about to mention is rather personal in nature. Your discretion would be appreciated. I've been keeping a detailed account of our journey ever since we left port. Shortly after our arrival, however, the journal went missing. I believe it to be stolen by one of the Centuriones. А ты уверен, что его украли, может, просто потерял? I'm reasonably sure.
The journal might be misplaced, but I find this to be improbable since I write regularly. А почему ты решил, что его украл Центурион? I have seen a particular man walking out of my tent. As a matter of fact, I have already confronted him, and he pretty much admitted his guilt. Но зачем ему твой дневник? Pain comes in many forms: physical, emotional, and let us say that some men just enjoy inflicting pain in all forms. Мне кажется, это серьезное обвинение. А если это правда, то это серьезное преступление. Мы должны сообщить об этом примипиру. Roman law is valid in Rome, and our perpetrator knows this. This is a personal matter, and therefore it should be solved personally. Но если самостоятельно, почему бы тебе тогда не подойти к нему и не забрать свою собственность? That I have already tried. He threatened me in a way. He said if I continue bothering him, he would read the contents of my journal publicly. В дневнике есть какие-то признания, которыми ты можешь гордиться? Ты не можешь, точнее. I can stand by my decisions, and I'm proud of my actions. It's just that I don't want some donkey-headed brute reciting them in public. Хорошо, я тебя услышал. Ты славный парень, я помогу. The centurio is called Agrippa, I think. He hangs out with his friends near the tent over there. I thought perhaps you could convince him to hand over my journal. Needless to say, I would like to keep the contents of the journal private. I would appreciate if you'd refrain from reading it. Я думаю, что сначала нам нужно все-таки получить снаряжение получше, а то мы выглядим как оборванец. И Центурион уж тем более не захочет с нами разговаривать. Saw Agrippa harassing that old Service with the limp again. That small-dicked bully. Did you tell the Praefectus? He won't do anything about it. Agrippa is connected back home. How long are they going to keep us here? It's driving me crazy too. I came here to kick Mithridates to his arse, not to sit. Don't joke about that kind of thing. Out waiting for something to happen. Блин, мне чертовски нравится, как выглядит этот лагерь. Графика в игре такая симпатичная, интересная. Salve, Legionari. If you're here to get your weapons fixed, you must have me confused with Vulcan. У тебя такие бицепсы и роскошная борода, что вполне можно и ошибиться, не так ли? I can't fault your eyes, but flattery won't help me repair that ancient relic you're carrying. Help yourself to any of the gear on the racks. Take all of it if you need it. А если мне понадобится что-то особенное, могу я у тебя заказать это? I have enough work on my hands right now supplying the consul's centuriones. Я понял. А материалы продаешь? You'll have to bring your own materials if you want any work done. I've nothing to spare. Добро. Еще увидимся. Давайте возьмем все, почему бы нет. Просто потому, что мы можем. Так, у нас есть здесь задание. Основное и второстепенное. Найти Агриппу. Хорошо. Три 3000 динариев, 10 рабов, 100 пайков и 20 лекарств, пока непонятно зачем. Характеристики персонажа. Угу. Боевые характеристики. Отлично. Навыки. Хорошо. Я думаю, все это
изучим более подробно уже по продвижению дальше. Ну, тут все понятно. Ячейки сортировки, клавиши и так далее. Когда вы берете в руку оружие, то получаете доступ к связанным с ним навыкам. Можно провести мышкой. Ага. 2 комплекта оружия и может свободно переключаться между ними. Щелкните по клавише или по Q. Хорошо. А теперь встает вопрос. Мы будем воином с копьем или со мечом? С мечом. Смешно. Я думаю, будет у нас такой типичный римский офицер с щитом, с мечом. Почему-то без шлема. Какие-то непонятные ячейки. То ли для бомб, то ли для чего. Ну, уже целых 3 навыка, уже тоже хорошо. Все, конечно, старое, изношенное. О, у нас копье лучше, чем у него. Давайте отдадим. Навыки. Угу. Пассивные навыки у нас круглым значком отмечены, активные квадратным. Что у нас есть по пассивным? Так, быстренько пройдемся. 10 единиц ко всем сопротивлениям, больше жизни. Угу. Ваши атаки будут накладывать эффект ослаблен. В целом у нас все равно 0 очков, поэтому сейчас смотреть нет смысла. Персонаж, конечно, заметно поприятнее стал выглядеть. А то был каким-то оборванцем. Кстати, Агриппа, иди сюда. We're in the middle of something, Tribune. What do you want? Мне кажется, что у тебя есть то, что принадлежит другому. Я должен это вернуть. This? Ah, but this is priceless. A journal written by Cotter's stupid nephew, who thinks of himself as the greatest commander history has ever seen. А еще он мой друг, так что я предлагаю тебе сейчас же отдать мне дневник. Why don't you send him back here to beg for it again? Дневник в обмен на 300 динариев? Вы что? Нет, конечно. Сейчас Цезарь может показаться не таким уж и важным, но он трибун, и у него есть высокопоставленные друзья. Сегодня он голубоглазый новичок, а завтра император. Более того, по-моему, он легко прощает и помнит тех, кто оказал ему услугу. All right. I guess you rich kids stick together. Take it, and let's not speak of this again. Даже не собирался с тобой еще раз разговаривать, пес. У нас есть дневник, пойдем отдадим.
Solway, I see you've successfully retrieved my journal. May I ask how you managed it? Он просто вел себя неразумно, мне всего лишь нужно было сохранить спокойствие и урезонить его. What can I say? I'm not surprised. One last question before we're done. Did you read my journal? Скажем так, меня интересовало содержимое, но я уважаю твои пожелания. That is the most virtuous thing to do, and I expected nothing less of you. Thank you, my friend. Обращайся. Domine. Как поживаешь, Синерс? I am hungry and my face is wind-burned, but at least both of my feet are planted on solid ground now. А почему моя мать отправила меня именно сюда? To save your life, of course. She firmly believes the Witelli killed your father. Sending you here was the best course of action. По правде говоря, хорошо, что я здесь. Это прекрасное место, чтобы сделать себе имя. Most great men of Rome have made names for themselves on campaigns like these, it is true. Such glory can easily be the foundation of a lucrative political career, so long as one returns alive. Ты знаешь что-то об этом консуле? Dominus Lucius Licinius Lucullus was a close friend of your father's, and a supporter of your mother's efforts. He is now the closest thing you have to a father. You ought to keep this in mind. Я учту это. Тебе что-то нужно? Besides a good wine, a warm bath, and a thorough massage. А еще что? Not much. Немного? Thank you. But you should think about yourself, Domine. Ладно, давай. Solway. Ты бестия Табат, верно? Я Люциус Виргиний Витус. I am called Bestia Tabat, indeed. You fight well. I noticed it. Могу я задать несколько вопросов? You may ask, and I may answer or not. У тебя необычное имя. Бестия. Это родовое? Your name is unusual. Tabat is the name that was given to me by my father. Bestia is the name I took when I earned my freedom. I chose it because I have fought and defeated many beasts. Откуда ты? I was born in Mauritania, but I am a Roman citizen. На войне сражался? Until I undertook this voyage, I fought every single day in the arena. But wars, this will be my first. Ты был гладиатором, значит, ты можешь много знать о поединках. Можешь дать мне совет? I recommend you to not die. Honor matters little. He who stands tall in the end will always be a winner. Что ты можешь сказать о здешних командирах? They say Lucullus has the greatest military mind in Rome. I only know he is consul and imperator, but I don't understand what that means. Как же ты жил во имя, не зная, что означают эти титулы? This is my first time seeing a senator outside of the spectator stands. Я понял тебя. Консул — это один из двух мужей, избранных, чтобы править всем Римом в этом году. Ah, like a king, but temporary. Мы, римляне, не любим слово «царь». Мы сражались, чтобы построить республику для всех римлян, свободную от тирании. Free of the tyranny of kings, perhaps Romans prefer other kinds of tyranny. Тебе не нравится Терах, верно? He will fail again and cause the death of someone you care about. And that death will be your doing. Mark my words. Увидимся на поле боя.
Domine. Ну что же, такая у нас первая ознакомительная серия. Пока многое не ясно, многое интересно. Будем разбираться дальше. Всем спасибо, кто смотрел, кто ставил лайки, писал комментарии. Всех обнял. До новых встреч.